Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 27 января, сегодня суббота. И вы знаете, сегодня достаточно денежный, изобильный и плодотворный день. Хотя и у начала убывающей Луны, но вы знаете, Луна в знаке зодиака Лев очень активно влияет на людей. Поэтому обязательно сегодня проведите одну простую, в то же время очень действенную практику. Посмотрите в зеркало и обязательно скажите эти слова. Для чего? А для того, чтобы пригласить денежную энергию, изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Давайте, друзья, далее все более подробно будем разбираться в этом видео. Что же нас сегодня ждет? Вы знаете, 27 января сегодня достаточно уникальный день с точки зрения лунного календаря. И вот именно этот день, хотя и убывающая Луна в знаке зодиака Лев, обращаем ваше внимание, что только начало убывающей Луны, помните о том, что у нас с вами полнолуние было 25 января, и вот именно эта комбинация оказывает значительное влияние на жизнь человека. В то же время может приносить некоторые опасности. Далее, друзья, мы обо всем этом разберемся. Итак, сегодня день, когда энергия и сила Луны начинает уменьшаться, а это уже может оказать влияние на нашу эмоциональную и на нашу физическую составляющую. Кроме того, все-таки огненный знак сегодня зодиака Лев, и ввиду того, что Лев сам по себе известен своей силой и мощью, и сам Лев символизирует и энергию, уверенность, и, к сожалению, ввиду того, что убывающая Луна, вот эта комбинация может привести к уменьшению творческой энергии, мотивации. У некоторых людей будет какая-то неуравновешенность и так далее. Также обращаем ваше внимание, что этот день может нести некоторые опасности. Во-первых, энергия уменьшается, происходит потеря мотивации, а это значит может повлиять на вашу производительность и на вашу эффективность. При этом вне зависимости, это касается вашей сегодня работы, если вы сегодня работаете, это касается домашних дел, это касается каких-то переговоров, встреч и так далее. И что немаловажно, вы должны понимать, что вы сегодня можете испытывать какие-то трудности в достижении своих целей и воплощении ваших идей в реальность. Также неуравновешенность в эмоциональной сфере может привести к возникновению каких-то конфликтов и неясности в отношениях. Люди сегодня могут быть вспыльчивыми, склонными к драматизации ситуаций, а это может усложнять уже коммуникацию и взаимодействие с другими людьми. Поэтому будьте сегодня внимательными и осознанными, насколько вы это можете сделать. Старайтесь сегодня контролировать свои эмоции и быть готовыми к возможным преградам и каким-то сложностям, которые сегодня могут появляться на протяжении этого дня. Но если вы будете критически мыслить и будете иметь свою мудрость, терпение, то вы сможете при принятии тех или иных решений. При этом это не зависит только, если вы на работе, это касается и домашних дел, и покупок сегодняшних, то тем самым вы сможете минимизировать риски и избежать всевозможностей, не только опасностей, но и расходов. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Луна у нас сегодня в 16 и 17 лунных суток. Поэтому сегодня нужно понимать и осознавать, что сегодня у людей будет большая привязанность к каким-то внутренним желаниям, к побуждениям. И это может быть особенно ярко проявляться. Кроме того, сегодня благоприятно использовать энергию убывающей Луны в знаке зодиака Лев для развития лидерских качеств и для самовыражения. Поэтому у вас сегодня может появиться смелость выступить вперед, показать свои навыки, знания, опыт. Также обращайте внимание на свои внутренние желания, всего того, что вы хотите изменить или привнести в свою жизнь. Кроме того, ввиду того, что идет уменьшение
завершения Луны некоторые люди сегодня могут испытывать усталость или, знаете, такое чувство истощения энергии. И это может говорить о том, что вам нужно сегодня уделить внимание себе, отдыху. И, конечно же, не забывайте на того, чтобы восстанавливаться. Если мы говорим о лунном календаре здоровья, то сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание и физическому своему состоянию, и психическому. Старайтесь сегодня избавляться от негативных привычек. Также сегодняшний день благоприятен для проведения очищающих процедур, таких как детоксикация, лечебное голодание, возможно, даже медитация. К сожалению, сегодня организм подвержен влиянию лечебных процедур, поэтому попытайтесь сегодня снизить стресс и следуйте здоровому образу жизни, насколько это, конечно, возможно. А вот физические упражнения, проведенные в этот день, могут оказать благоприятное воздействие на организм. Поэтому йога, плавание или просто длительная прогулка на свежем воздухе помогут активизировать обмен веществ и укрепить вашу иммунную систему. Также сегодня уделяйте внимание качеству продуктов, которые вы употребляете. Откажитесь от тяжелой пищи и фастфуда. Постарайтесь отдать предпочтение свежим овощам, фруктам, зеленому чаю, вегетарианским блюдам. Но опять же, если вы это можете, если вы не привыкли, то подумайте о том, что, возможно, это знак того, что вы начали менять свой образ питания. Также попытайтесь сегодня снизить и потребление соли и сахара. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаю ваше внимание, ввиду того, что энергии, те энергии, которые идут из космоса, сегодня могут оказать на вашу финансовую ситуацию особое влияние. Также обращаем ваше внимание, сегодня хорошо избавляться от ненужных вещей, привычек, освобождаться от старых каких-то обязательств и негативных энергий. Если мы говорим о каких-то денежных вопросах, то постарайтесь сегодня не заниматься и освободиться от лишних расходов и ненужных трат. Также сегодня хорошо о том, что вы попытались и осознанно начали управлять своими деньгами, своими финансами, возможно, делать планы на будущее и принимайте только те решения, которые выгодны для вас. Как мы сказали ранее, сегодня, друзья, у нас Луна в знаке зодиака Лев, а это у нас с вами уверенность, это сила, это лидерство, поэтому именно эти энергии помогут некоторым людям сегодня обрести финансовую независимость и достичь успеха в денежных делах. Кроме того, сам Лев дает людям уверенность в том, что они действительно смогут добиться того или иного, а также если вы сегодня принимаете какие-то очень важные решения, особенно все, что касается денег, обязательно продумывайте, не спешите. Даже если вас торопят и говорят, что ой, прямо сейчас и так далее, не спешите. Лучше сделайте паузу и разберитесь в тех или иных моментах, потому что сегодня люди могут спешить, и, знаете, бывает, что как будто кто-то специально заставляет давай, быстрее, а потом оказывается, что это просто или мошенники, или еще что-то в этом роде. Кроме того, попытайтесь сегодня подумать о том, как вы можете управлять деньгами, и начните строить свое финансовое будущее. Даже если вы работаете на хозяина, вы работаете на предприятии, это не значит, что вы можете начать заново жить. Да, сейчас идет убывающая Луна, и если мы говорим об открытии бизнеса, если мы говорим о каких-то глобальных проектах, конечно же, это не время сейчас для этого. Но планирование, друзья, это самое то. Обращаем на это ваше внимание. Также обращаем ваше внимание, если мы говорим сегодня о картах Таро на этот день, 27 января, то карты Таро нам дают такое понимание и дают нам увидеть контуры тех событий, которые могут произойти в ближайшее время. И возьмем 3 карты, посмотрим, что они нам несут. Да? Первая карта, которая выпала у нас в этом раскладе, она символизирует новое начало, символизирует новые возможности, которые могут быть перед нами. Поэтому
Наша задача приветствовать эти перемены и быть открытыми для новых путей, для новых дорог, которые могут привести к личному росту и к счастью. Поэтому, если вам сегодня что-то приглашают, предлагают, рассказывают, дают какие-то, возможно, где-то интересные предложения, не отказывайтесь, разберитесь, поймите, почитайте, узнайте. Придет время, и вы поймете, что да, это ваше. Или, возможно, это подсказка, что вам чему-то нужно научиться, что-то новое узнать. Вне зависимости, сколько вам лет, сейчас, вы знаете, такое время, когда каждый человек может прийти и достичь очень больших высот. И ваша задача, главное, не ограничивать себя. Как только вы начинаете ограничивать, вы сразу, вы как, знаете, как падаете в какую-то бездомную яму. Этого делать не стоит. Вторая карта у нас, друзья, отвечает за сегодня вот именно за сферу карьеры и достижения успеха. И карта говорит о том, что вы действительно в ближайшее время сможете преодолеть преграды и даже преуспеть в тех или иных делах. Поэтому сегодня очень важно и даже в ближайшее время покажите свою решимость, свою настойчивость для того, чтобы достичь поставленных целей. Но также не бойтесь выйти за пределы своей комфортной зоны и проявить творческое мышление. И последняя карта, это обозначает у нас с вами гармонию, радость, и она очень важна. Почему? Потому что она просит сделать акцент, обратить внимание именно на наши эмоциональные потребности и найти баланс между внутренней гармонией и внешним миром. Поэтому постарайтесь сегодня сосредоточиться только на позитивных моментах и постарайтесь найти источник вдохновения. Иногда это очень сложно, но все же нужно. Если мы берем, хотим сделать, подытожить, да, наши карты, что нам говорит расклад, а то, что нам нужно быть готовыми к переменам, быть открытыми для новых возможностей и стараться сделать так, чтобы в нашей жизни была гармония. Особенно в это время, тяжелое время, это очень важно. Теперь давайте посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 27 января. И вы знаете, именно Архангел Михаил просит нас и желает нам, чтобы мы шли только вперед. Да, сейчас мы живем с вами в эпоху перемен, и очень важно, чтобы вы не свернули со своего правильного пути. Поэтому нам Архангел Михаил желает сегодня и силы духа, и вдохновения, и мудрости. Очень важно понимать и создавать, что вы должны раскрыть свой сегодня потенциал, найти лучшую версию себя. Кто скажет, это как, боже, какая философия, но вы должны понимать и то, что все зависит только от вас самих. Никто другой не заставит вас подняться и пойти сделать то или иное. А также вы должны понимать и то, что имея те или иные компоненты в своей жизни, вы сможете достигнуть новых высот. Поэтому сегодня проявляйте максимальную самодисциплину, фокусируйтесь на своих целях и верьте в себя. Поэтому через реализацию своих желаний, мечтаний, целей вы сможете обрести и истинное счастье, и исполнение ваших искренних желаний. Также обращаем ваше внимание, Архангел Михаил говорит нам о том, чтобы вы ни в коем случае не останавливались на достигнутом, а и шли к новым вершинам и искали возможности для самосовершенствования. Конечно же, в этот день очень важно, чтобы вы уделяли внимание своей интуиции, потому что она является мощным помощником на пути к успеху. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и следуйте указаниям. Ну и, конечно же, не забывайте о значимости любви и сострадания в нашей жизни. Будьте добрыми друг к другу и помогайте тем, кто в этом нуждается. Используйте таланты, возможности для поддержки окружающих, и в сердцах людей обязательно расцветет благодарность и признательность к вам. Помните о том, что когда мы с вами что-то делаем, это не значит, что мы должны в первую очередь требовать и просить что-то в ответ. Кроме того, вы должны понимать и то, что как только вы начинаете идти к своим целям, к своим задачам, вы можете столкнуться с какими-то трудностями и препятствиями, но ваша задача не отчаиваться,
отчаиваться. Почему? Потому что те или иные трудности делают вас намного сильнее и настойчивее. Будьте готовы к тому, что вам, возможно, где-то придется выйти из зоны комфорта, но помните, что вы обладаете неиссякаемым резервом силы и мудрости. Ну и, конечно же, друзья, не забывайте о своих мечтах. Они играют важную роль в нашей жизни и могут вести нас к самореализации и к счастью. Позвольте своим мечтам вдохновлять вас и направлять на пути к успеху. Верьте в себя и в свою способность сделать их реальностью. И очень ваша вот сегодняшняя ваша задача, ваша миссия — найти свет во тьме и направить себя вот на путь истины и любви. И это очень важно. И ввиду того, что сегодня, друзья, вот такой вот очень важный день, достаточно сильный по своей энергетике, мы вам предлагаем провести одну простую практику. Эту практику вы можете сегодня сделать в любое время, когда вам будет удобно и комфортно. Итак, друзья, что мы с вами делаем? Вам нужно подойти к зеркалу. Желательно, чтобы оно было большое, и сказать следующие слова. Просто вот улыбайтесь в зеркало и говорите: энергию денег запускаю, привлекаю и обретаю. Сказали, улыбнулись и идите по своим делам, и вы увидите, что вы запустите определенные процессы в своей жизни. Друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно напишите: энергию денег запускаю, привлекаю и обретаю. Это очень важные слова. Обязательно прорабатывайте всегда в комментариях. Друзья, кто спрашивал, как можно нам помочь и поддержать нашу команду, обращаем ваше внимание, что у нас есть понятие донатов. Вы можете по ссылке в описании к этому видео отправить свою благодарность. Друзья, любая сумма, которую вы считаете важной и нужной, нам будет очень приятно. А кто нам уже отправляет, нас поддерживаем. Вам большое спасибо, благодарим. И пусть вам высшие силы, Вселенная помогает и направляет. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!